Наш сегодняшний семинар, посвященный профилактике и лечению заболеваний человека. Сегодняшний наш вебинар будет посвящен вирусным заболеваниям. Также хотелось бы обсудить вопросы вирусных заболеваний и ответить на те вопросы, которые вы прямо сейчас мне задаете. Виктор Пчелянский, здравствуйте. Ланна, здравствуйте. Когда морской курс в этом году? Осенью. Добрый день. Надеюсь, что трансляция начнется без задержки, как в прошлый раз. Упущено много полезного. Ага. В прошлый раз трансляция началась вовремя, но почему-то запись была выложена в интернет, в YouTube, минус 53 минуты. Поэтому я сегодня повторю еще раз. Какие я рекомендую виды дыхания для того, чтобы убрать гипертоническое заболевание сердца, повысить иммунитет, а также стимулировать кору головного мозга? Ну, давайте начнем с этого. Существует три вида дыхания. Одно свойственное человеку и три несвойственных. Свойственное дыхание — это дыхание, которое на протяжении дня, в общем-то, есть у человека. Но существует три вида дыхания, которыми можно очень эффективно и достаточно легко и быстро устранить ряд определенных заболеваний. Допустим, атеросклероз и заболевания артериальная гипертензия или повышение артериального давления можно убрать с помощью дыхательных циклов очень глубокого дыхания. То есть дыхание, при котором человек стоя делает очень глубокие вдохи, очень глубокие выдохи. Не более 3-5 раз, после чего обязательно отдыхает. И если выполнять таких подходов 10 раз и выполнять это на протяжении дня 3 раза или 3 раза по 10 подходов, обязательно это необходимо делать все стоя. Не нужно очень агрессивно это делать, следить за тем, чтобы головокружение не повышалось. Это уберет такие заболевания, как артериосклероз нижних конечностей, атеросклероз, заболевания артериальная гипертензия и большинство заболеваний, которые связаны с конечностями ног. В случае, если человек делает активное дыхание среднее, то есть дышит вот так, такое дыхание очень эффективно улучшает общий иммунитет человека. В случае, если человек болеет, то ему необходимо, сидя или стоя, начать вот так дышать очень активно, не более 1 минуты. Делать так лучше часто, мгновенно практически снижается температура, улучшается общее состояние. Его это дыхание можно назвать условно противовирусным. И третье дыхание — это дыхание очень активное, когда человек дышит очень поверхностно. Это дыхание стимулирует кору головного мозга, улучшает работу мозговых рецепторов, улучшает память, может профилактировать такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, заболевания Паркинсона и так далее. Таким образом, от меня вот такой вот совет. Далее, какие сейчас есть простые растения, которые можно использовать в ходе противовирусного воздействия на человека. Оказывается, ряд растений имеет колоссальный, невероятный, очень мощно выраженный эффект противовирусного действия. На первое место я бы хотел поставить шиповник. Шиповник есть практически у каждого человека. Шиповник мы видим, или он продается постоянно в аптеках. Шиповник очень доступен. Каким образом заваривать шиповник и что можно с ним сделать? Можете пить чай из шиповника, он имеет ярко выраженное противовирусное воздействие на человека. Также не забудьте сделать определенного вида квас. Для кваса вам понадобится 1 столовая ложка кефира или сметаны на 3 литра воды, 2 столовые ложки порошка из шиповника и 2 столовые ложки сухарей, порошка из сухарей белого хлеба и 1 столовая ложка сахара. При этом заливается это все немножечко теплой водой, не горячей, и на протяжении 2 дней получается великолепный вкусный квас. Я рекомендую его принимать как квас противовирусный. Он действительно очень эффективен, имеет очень вкусный вкус, запах, очень полезный, очень рекомендую. Далее люцерна, далее крапива, мята, чистотел, дивисил, стручки фасоли, сельдерей, ну естественно ромашка.
В случае, если взять такой сбор или подготовить все эти растения, смешать в равные пропорции и сделать из них такой вот чай, то этот чай будет называться противовирусным. Заваривать его необходимо 1 столовая ложка на 1 стакан воды, принимать необходимо 2 раза в день. Очень эффективный состав, очень рекомендую. Можно применять один из этих препаратов или одно из этих растений, а можно сделать это все в комплексе, хранить в 3-литровой банке. Очень несложно приобрести все эти растения прямо в аптеке. Андрей Андреевич, получила препараты по вашей рекомендации. 3 раза уже выпила по 2 таблетки. Прокшалан. В отзывах писали, что сразу идет мягкое прослабление. Я ничего еще не чувствую. Вообще у меня туган с кишечником. Еще пью эмбрио. Что со мной не так? Вопрос ваш понятен. Скорее всего, это связано с ригидностью гладкой мускулатуры вашего кишечника. То есть, по-другому это звучит так. На фоне голода, на фоне стресса, возможно, срывов или истощения иммунной системы у вас произошло появление ослабления мышц кишечника, и сейчас перистальтика кишечника заметно снижена. Что я рекомендую для того, чтобы увеличить перистальтику вашего кишечника? Я рекомендую первое, утром обязательно принимать грейпфрут, по одной дольке грейпфрута. Грейпфрут хорошо было бы применять на протяжении всего дня по 1 дольке перед каждым приемом пищи 3-4 раза в день. Также я рекомендую использовать льняное семя, 1 столовая ложка льняного семени на стакан воды заливать кипятком и принимать. Из моих препаратов рекомендую все-таки принимать не Прокшалан, а Франгул, он более сконцентрированно воздействует на перистальтику кишечника. Прокшалан особенный препарат, он не приводит к тому, чтобы у человека увеличивалась дефекация, но приводит к тому, чтобы перистальтика начала возвращаться. Происходит это незаметно, не быстро, но достаточно эффективно. Не отказывайтесь, принимайте данные препараты на протяжении 2-3 месяцев, и после чего скажете мне наверняка спасибо, потому что данные препараты действительно восстанавливают функцию кишечника, заставляя его работать. Всеми слабительными вы только ухудшаете состояние кишечника. Андрей Андреевич, искривлена перегородка носа, очень затрудняется дыхание. Подскажите, что предпринять без операции для улучшения дыхания? Необходимо смазывать нос сверху эвкалиптом, также прикладывать смесь сока алоэ, смешанного с глиной, вот так прямо на переносицу. Это уберет у вас искривление носовой перегородки, не уберет, а вот улучшит ваше дыхание 100%. Также я рекомендую использовать эмбрионазин спрей, который продается в моей компании, для того, чтобы улучшить состояние носовых пазух и предотвратить появление застоя в слизи и появление заболеваний носовых пазух и гайморита носоглотки. Дальше. Андрей Андреевич, приобрела каолин, потом увидела, что при гипертонии нельзя. У меня повышенное давление бывает с утра, после приема препарата давление снижается, и днем нормальное. Я рекомендую вам использовать данный препарат каолин, принимая его при артериальной гипертензии в следующей пропорции. 1 столовая ложка на 1 литр воды. Принимайте вот такую глиняную воду на протяжении всего дня по чуть-чуть. Это уберет у вас в дальнейшем артериальную гипертензию. Кому я сказал, нельзя принимать каолин? Я рекомендовал его не принимать по 1 столовой ложке на стакан воды в случае, если есть артериальная гипертензия. В таком виде я рекомендовал его принимать людям, у которых есть заболевание язвенный колит, заболевание двенадцатиперстной кишки. Вам же с артериальной гипертензией можно принимать каолин, просто делать его вот в такой концентрации, 1 столовая ложка на 1 литр. Андрей Андреевич, поломал руку 12 лет со смещением. Какие нужно применять препараты ТФ? Я рекомендую применять препараты Мицни, называется кистки. Мицни кистки. К сожалению, препарат называется крепкие кости.
Он же раньше назывался остеопорозис или стоп-остеопорозис. Я рекомендую принимать данный препарат как препарат, способствующий срастанию костей. И очень эффективен. Буквально будут врачи удивлены. Безмерно благодарна вам за то, что вы не отвернулись от народа. Спасибо. Не заела вас гордыня за ваши добрые, умные советы, за желание помочь людям, поправить свое здоровье. Спасибо. Низкий поклон и крепкого здоровья нам очень нужны. У нас такая проблема. У моей родственницы из Германии из-за большого веса была сделана резекция желудка примерно 8 месяцев назад. Ага. На данный момент она потеряла 70 килограмм от 160. Теперь у нее периодически очень часто возникают приступы психоза. Увозят в больницу, ставят капельницы, очищают кровь от токсинов. При обследовании у нее поставили диагноз цирроз второй степени. О, боже. Объясняют приступы с этим диагнозом. Она просто сходит с ума. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Это может быть у нее тотально. Какие ей ставят капельницы? Давайте я вам скажу. Ей ставят магнезию. Дело в том, что недостаточность магния в дальнейшем может приводить как раз к таким заболеваниям, как цирроз печени. Потому что витамин В6, магний, это фермент, магний усиливает выделение витаминов группы В, которые очень необходимы печени. В случае, если магния нет, витамины не формируются и в дальнейшем появляется цирроз печени. Что необходимо предпринять? Необходимо начать лечить цирроз печени, и это можно делать с помощью препарата битулин. Пусть принимает препарат битулин либо в таблетках по 4-5 таблеток, 3, даже 4 раза в день, либо пусть закажет в сухом порошке битулин, если сможет принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день. Заметно улучшится состояние, но сразу же хотел бы порекомендовать принимать это совместно с магнием, который продается в моей компании. Это магнум цит 300 по 1 столовой ложке на стакан воды 2 раза в день. Магний B6 по 2 таблетки 3, можно и даже 4 раза в день. Можно специально для печени попринимать еще и тантал и гепафит по 1 таблетке 3 раза в день. Я верю, что вашей подруге заметно станет лучше. Я согласен с врачами, что приступы формирования и появления цирроза печени могут быть связаны с появлением панических атак, депрессивных эпизодов и общих психозов. Андрей Андреевич, у тети нашли рак брюшной полости, скапливается жидкость. Ей написали еще по клеточному составу. Нельзя исключить диссеминацию железистого рака. Ей 56 лет. Есть проблемы с другими органами. Скажите, что может помочь и как лечить народными или вашими средствами? И поможет ли это? Оксана Герасимчук, найдите мою страницу в Facebook, и я вам обязательно на это письмо отвечу. Только не забудьте отправить фотографию вашей мамы. Сразу же хочу сказать, что такие диагнозы — это испытания, потому что диагноз онкология, особенно онкология вот такая, которую вы написали, это достаточно опасное заболевание. На первое место я бы хотел поставить все-таки оперативное вмешательство. Почему я так говорю? Дело в том, что онкология — это очень быстро проистекающий процесс в организме. Именно поэтому в случае, если прооперировать и в дальнейшем помочь человеку народными и традиционными способами, то можно человека спасти. На пути спасения утопающего все методы легальны или все методы нужны. То есть можно его при помощи веревки достать, и при помощи прута, и с помощью там водолаза, или с помощью круга, и там с помощью корабля, не имеет значения. Главное — спасать. Также и здесь, конечно же, в момент спасения человека необходимо использовать максимальное количество доступных способов. Главное, чтобы финансы позволяли. Еремин Вадим. Добрый день, Андрей Андреевич. Посоветуйте, что делать со слизью, которая стекает по задней стенке носоглотки. Уже делали операцию, удалили носовую перегородку, прижигание носовой стенки, плюс полный курс уколов в нос. И противоаллергенный курс с процедурами кукушка. Результатов нет. Вся надежда на вас. В тибетской медицине это называется переизбыток слизи, который поднимается аж до уровня головы. Для того, чтобы это убрать, необходимо не с носом бороться, а с желудком. Что я рекомендую вам делать? Начните принимать определенного вида чай. Берите имбирь, смешивайте его с молоком
Фу ты, не с молоком, нет, а с водой горячей. И принимайте имбирь с водой и медом, только мед бросайте немножечко не в кипяток, а в более холодный раствор вот такой жидкости. И принимайте такой чай утром натощак за 1-2 часа до еды, а вечером перед самым сном. Имбирь высушит вам носоглотку, полечит вам желудок и уберет этот переизбыток слизи. Из моих препаратов рекомендую трангениновые капли закапывать в нос, препарат здоровый желудок, препарат гастронорм, железняк чай и эмбрио плюс. Все эти препараты рекомендую принимать одновременно. Также хорошо было бы, если бы вы принимали еще и препарат аллергонорм или аллергостоп. Я не помню, как он сейчас называется. По 2 таблетки 3 раза в день. Спасибо за труды, очень ценная информация, которую вы даете. Что посоветуете ребенку для излечения целиакии, непереносимости глютена? Я рекомендую увеличить потребление у такого ребенка соли в рационе питания. Я говорю это серьезно. Также начните давать такому ребенку мой препарат Панкрисорб и Галит по 1 таблетке 2 раза в день. Далее, на уровень поджелудочной железы ежедневно накладывайте уксусную салфетку, а еще лучше алоэ, смешанное вместе с глиной или мукой даже в виде теста. Накладывайте на салфетку и прикладывайте на уровень поджелудочной железы. В случае, если это ежедневно делать, ну хотя бы на протяжении 20 дней, это поможет существенно улучшить у ребенка общее состояние. Были каолиновая водичка, 1 чайная ложка на пол-литра воды, поить ребеночка немножечко подкрашенной вот таким каолином, водичкой, делать сколько сможет выпить на протяжении дня, делайте это на протяжении 1, 2, даже 3 месяцев. Это очень эффективный способ убрать целиакию. Алена, здравствуйте, Андрей Андреевич. Как можно восстановиться при кардиофиброзе? Вся проблема кардиофиброза и вообще кардиофиброз, что это такое? Фиброз — это когда мышечная ткань стала мозолем и имеет такой же вид, как мозолистое тело. И вот как можно сделать так, чтобы мозоль перестал быть мозолью? Дело в том, что фиброз, ладно, это еще даже не страшно. Конечно, в каких-то случаях страшно, а вот некроз тканей — это, конечно, катастрофа. Именно поэтому в случае, если фиброз вам ставят, и если фиброз мешает нормальному функционированию вашего сердца, то я считаю, что безоперативно не сможете никак безоперативно помочь себе или спасти свое сердце не сможете. Я считаю, что народных способов превратить фиброз в настоящую ткань, ну, пока еще не существует. Возможно, это я не умею просто. Здравствуйте, у мужа начала сходить печеночная пигментация на предплечье обеих рук за 3 месяца приема битулина, демилона и гипофита. Поверила в ваши препараты. Скажите, как делать ингаляции серебра и германия взрослым и детям? Можно делать более концентрированный раствор, а можно делать и не концентрированный. Каким образом концентрированный раствор делается и в каких случаях использовать? В случае, если вы не можете делать ингаляцию длительную и у вас есть не более 1 минуты на протяжении дня, то я рекомендую использовать концентрированный раствор данных наноаквацитратов серебра и германия. Возьмите по 1 чайной ложке каждого, влейте в камеру ингалятора и проводите ингаляцию 1 минуту или 1 или 2 минуты, не более, 3 раза в день. В случае, если у вас есть возможность делать ингаляции по 10 минут и у вас заболевание имеет хроническую форму, запущенную форму, то вам необходимо делать такие ингаляции по 10 минут, заливая 1 стакан воды. На 1 стакан воды можно добавить по 1 столовой ложке цитрата серебра и цитрата германии. Использовать данную смесь для ингаляции. Хочу сказать отдельно для тех людей, которые сейчас начали болеть, допустим, вирусными заболеваниями или заболеванием воспаления легких, или заболеванием, при котором в легких накапливается большое количество мокроты. Уважаемые господа, когда я говорю
делать ингаляции Германии серебро, то я этот совет даю для тех людей, которые пока еще не болеют заболеваниями легких. В случае, если вы уже сейчас болеете заболеваниями легких, у вас есть мокроты легких, и вы там кашляете или чувствуете себя, там недомогание у вас очень ярко выраженное, то для вас серебро и Германия в виде таких ингаляций, ну, они не нужны. Именно поэтому я все время говорю, если вы начали кашлять, то делать уже ингаляции серебром Германии не стоит. А стоит принимать препараты какие? Демилон, великолепное средство для поднятия иммунитета человека. Дальше маточное молочко, Апимокс, Гармоникс, черничная паста, Иммуногрант, Иммунофит. Дальше, сейчас я подсмотрю. Бактосан, средство, которым можно смазывать руки в случае, если вы сейчас где-то путешествуете. Чем оно интересно? В нем находится 12 солей Шуслера, наноцитрохилаты препарата серебра Германия и меди, которая является, ну, мощнейшим антисептическим действием. Смазывать руки можно, ополаскивать ротовую полость, продается в виде спрея. Великолепное средство. Может убрать у человека папилломы, пигментные пятна с тела. Очень часто бывают такие воспалительные процессы на поверхности головы, на волосяной зоны. Вот если смазывать волосяную зону, вот эти поверхности полностью исчезнет. Поторопитесь, скорее всего, мы допродаем данный препарат, и я его больше выпускать не буду. Почему не буду? Стоимость его выпуска, она во много раз превосходит стоимость его продаж. А продавать дорогие препараты я, к сожалению, не могу. Так я в свое время все-таки решился на это и начал делать препарат Эмбрио Плюс или Эмбрио Коктейль, делая его из эмбрионов перепелов, но сейчас понимаю, что это очень дорого, хотя и очень эффективно. Человек не может себе позволить приобрести препарат 100 грамм, который стоит, допустим, там, в эквиваленте там, $100 или еще больше. Ну и я считаю, что, скорее всего, такие препараты, они не по карману людям. Ну что ж, вернемся. Бронхоспатин, препарат, который полечит легкие. Сейчас я посмотрю. Антиангин, препарат, который полностью... Вот я до этого давал перечень трав, там крапива, створки и так далее. Вот в препарате антиангин используется экстракт этих растений. Там сегодня спрашивала женщина, у моей тетки набирается жидкость в брюшной полости, это называется асцит. В нашей компании есть препарат асцимид, который как раз мной был сделан для того, чтобы убирать вот эти асциты, которые находятся в животе или появляются. Грипп-депо — это антивирусный или противовирусный препарат. Биоксинон есть препарат. И вот этот грипп-депо. Оба препараты созданы мной с целью убрать у людей вирусные заболевания. Потому что вирусные заболевания отличаются от воспалений легких и так далее. Знаете, в чем проблема вирусных заболеваний и общей пневмонии? Общую пневмонию обычно лечат антибиотиками. И само заболевание вирусное пропускают, не могут понять, что данное заболевание. Но дело в том, что ошибка заключается вот в чем. Вы знаете, а я-то знаю, чем можно вылечить коронавирус. Я могу сегодня это сказать. Его можно вылечить хинином. Вот на 100% это знаю. В случае, если человек болеет коронавирусом, человеку необходимо начать принимать хинин. И человек перестанет болеть коронавирусом. Вот в Украине есть препарат такой, называется анальгин-хинин. Можно использовать его.
и не болеть в дальнейшем коронавирусом. Дальше. Кверцит препарат противовирусного действия. ГВИ. Далее. КФС. Имудол. Иммуногрант детский. Иммунофит. Иммуногрант. Карцекс. Кверцит. Кобальт. Лангин. Лангин капли. Лангин детский. Левок. Лизоцим. Лизоцимовая мазь в саше убирает у человека проблемы, вернее, мощнейший антисептик можно использовать. Маточное молочко. Насья в саше. Серебро. Туберсол. Фимосан. Хлорофилиус. Хабуррашат. Калий-аспарагинат. Чай иммуногрант. Экстракт розмарина. Мощнейшее средство противовирусное. Одним словом, огромный выбор и большой спектр воздействия. Особенно обращаю внимание на грипп-депо. Все-таки грипп-депо и ГВИ — это препараты, которые имеют целенаправленное действие. Трибетин еще можно взять. Трибетин, грипп-депо и ГВИ — это препараты с мощным противовирусным действием. Ну а теперь отвечаю на вопрос. Андрей Андреевич, добрый день. Болит нога уже полгода при вставании. Невролог поставил воспаление нервных окончаний. Посоветовал растирание, гимнастику. Что скажете? А я советую вам делать вот что. Возьмите длинную ленту, смажьте ее маслом сливочным и очень плотно обмотайте то место, где у вас болит. И носите вот такую ленту на этом месте не менее, вернее, 6 часов, после чего растирайте то место, которое болит. Если делать ежедневно вот такое обматывание или аппликацию, или плотную повязку вот такой лентой с маслом сливочным, то вот эта боль исчезнет. Также принимайте мой препарат артрозин по 2 таблетки 3 раза в день. Принимайте препарат урализ манкулит по 1 чайной ложке 3 раза в день. Ну и обещайте никогда не болеть теперь. Уважаемый Андрей Андреевич, снижение веса встало. По ночам очень хочу кушать и сладкого. Недавно у меня обнаружили золотистый стафилококк. Что бы вы порекомендовали? Можно ли принимать антипаразитарку и препараты для снижения веса одновременно? Можно принимать препараты для снижения веса, антипаразитарку одновременно можно и нужно. В случае, если у человека нервная работа, стрессы на протяжении дня, то он будет хотеть ночью кушать. Это особенность такая. Также я хочу вам сказать, что в большинстве своем помогает избавиться от излишнего веса дополнительная физическая нагрузка, а также дополнительное питье воды, теплой воды перед началом приема пищи. То есть каждый раз перед тем, как вы начнете пить, вернее кушать, выпивайте 1-2 бокала теплой воды и можете дальше совершенно свободно начинать принимать пищу. Запомните 3 элемента, которые я рекомендую вам делать. В случае, если утром кушать более жирную пищу, более острую или более горькую, жареную, в обед принимать обязательно кислую пищу или подкисленную пищу, кисломолочную, а вечером салаты, свободные углеводы, можно даже сладкий чай, можно даже сладкий чай с печеньем. Если принимать 3 раза в день вот так пищу, то вы будете на фоне принятия такой пищи худеть. Это проверено на 100%. Утром мясо, в обед кисломолочка, вечером углеводы в виде салатов, каши, всего остального. Если это делать, будете худеть. Если делать как попало, будете поправляться. Самое главное зло, которое есть у человека, от которого он поправляется, это алкоголь. Если вы пытаетесь каким-то образом похудеть, знайте, алкоголь ваш враг. Вино, пиво, а я чуть
Вино, минеральная вода, сладкие какие-нибудь водички, это все ваш враг. Андрей Андреевич, перед месячными очень болит голова. Спазмолитики не помогают, еще ноют. И тяну икры. В этот период особенно, что можно принимать, как снять боли. Принимайте препарат Менстронорм, женское здоровье, по 2 таблетки 3 раза в день. Принимайте Миграфит и Гваргин по 2 таблетки 3 раза в день. Во время месячных еще дополнительно Диторекс. Это все уберет у вас спазм сосудов и не будете страдать. Пью уже 3 дня деготь с апельсиновым соком от вируса по вашему совету. Думала, что противно. Судя по запаху, но все нормально пью. Спасибо большое. Помимо прочего, деготь с апельсиновым соком поможет избавить человека, допустим, женщину, от мастопатии груди. Также деготь с березовым соком может помочь человеку избавиться от панкреатита, от заболеваний кист на яичниках, от всевозможных заболеваний предстательной железы, мужских половых урологических заболеваний. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, испортила руки моющим средством, можно как-то нарастить подкожный жир на руках? Да, можно. Для этого вам понадобится алоэ. Возьмите сок алоэ, смешайте его 1 к 3, 3 части виски, желательно, или самогона очень хорошего, и 1/3 часть вот этого самогона и 1 часть, короче, вот так, на 1 литр сока алоэ 100 граммов виски. И это между собой необходимо смешать, и после чего смазывать вот таким раствором свои руки. Андрей Андреевич, у меня опухоль почки, врачи хотят удалять. Пью канцерамидин карцекс, клизма АСД, березовый деготь. Надо пить 1 до 30 обратно. Как выпить деготь, начинают болеть обе почки. Опасно? Нет, это как раз они лечатся в тот момент, когда начинают болеть. И еще хорошо было бы вам начать пить собу. Срочно начинайте пить собу по 2 таблетки 3-4 раза в день. Она вместе с карцексом и с этим дегтем поможет вам убрать проблему. У меня грыжа пояснично-крестцового отдела, помогите снять проблему. Я уже раньше Женя, можешь подойти? Ага. Слушай, они... Ничего. Слушай, они мне удалили видео коронавирус. Ты представляешь? Вот это да. И вот это да. Сейчас почитаем. А? Сейчас почитаем. Ну, напиши апелляцию им сейчас. Я сделал шум, и вы, наверное, его сегодня видели. Он звучал так: коронавирус будет побежден, если слушать этот шум. И его удалили. Без объяснения и так далее. Очень напрасно это сделали. Дело в том, что, не понимая, что это помогает, люди ограничивают сами себя от того, что он действительно помогает. Вы представляете, действительно помогает. Я его делал вчера целый день. Очень неприятно это, конечно. Я сегодня его загружу себе в социальную сеть, и он там будет лежать. Хожу зеленой ниткой 2 года, грыжа не беспокоит. Андрей Андреевич, здравствуйте, пожалуйста, нам сыну 8,5 лет. Очень часто жалобы на боль в ногах, особенно после физических нагрузок или ходьбы. Кальций, магний, пил, каолин, пил, что это может быть? Это может быть судорожные проявления. Начните принимать Морбустоп. По-другому это называется дистония. Морбустоп и Диторекс по 2 таблетки 3 раза в день. И в дальнейшем ограничивайте все-таки большие физические нагрузки, чтобы их не было.
В случае, если у человека боль не проходит от ношения зеленой нитки, человеку необходимо начать лечить почки, потому что очень часто боль в пояснично-крестцовом отделе может быть проблемой тромбоза сосудов нижних конечностей, заболевания, там, миомы, там, матки и так далее. Это может быть, являться причиной боли в пояснично-крестцовом отделе. Ну и метеоризм, панкреатит и так далее. Для того, чтобы этого не было, используйте в комплексе исследования своей, сделайте УЗИ исследования, сделайте МРТ исследования, чтобы четко понимать вообще, с чем вам придется бороться или что вы собираетесь у себя лечить. Андрей Андреевич, у меня удалены миндалины, горло постоянно воспалено, имеет волдырики и совсем невозможно ничего, даже слегка прохладного. Тут же болит и волдыри появляются. Что это и как с этим быть? Спасибо. Вам необходимо начать принимать мой препарат эмбрионазин. Скорее всего, у вас поражена и поражен эпителий слизистой оболочки носоглотки и горла. Для того, чтобы все-таки это восстановить, используйте эмбрионазин. Данный спрей полностью избавит вас от данной проблемы. Также можно полоскать горло моим препаратом, который называется лангин. 1 чайная ложка на стакан воды, и вы поласкиваете свое горло. Очень хорошо добавлять небольшое количество соли в воду для ингаляции. Какие ваши препараты лечат псориаз? Он у брата запущенный, прям очень большие пятна на ногах и руках. Для этого необходимо сначала с братом посоветоваться, будет ли он или хочет ли он заниматься лечением псориаза, хочет ли он, чтобы этот псориаз кто-то ему помогал убирать. Потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что сестра хочет, а брат не хочет. Вот в случае, если он все-таки желает, то тогда можете написать мне в Facebook, и я вам напишу, как лечить. Вчера чихала и немножко недомогания было. Сегодня послушала, легче стало. Вот видите, какие какашки. Можно ли народными способами, препаратами убрать кисты в печени или хотя бы уменьшить? Спасибо. Можно убрать кисты в печени препаратом Тантал, препаратом Гепафит, препаратом Битулин, препаратом Лунглин, B6, Амигдалин. По 2 таблетки 3 раза в день. Скажите, лежа на боку, а потом вставая, боль внутри, как органы оторваны, все внутри на место становится, лежать больно, с обеих сторон под ребрами прям держит жестко. Что может делать, помочь себе? Спасибо, Людмила. Делайте смазывание живота сливочным маслом. Делайте это 2-3 раза в день. Начните принимать препарат Лопчатка, носите корсет. Возможно, вы описали то, что называется надсада. Носите корсет, принимайте Лопчатку, заваривайте Лопчатку, 1 столовая ложка на стакан воды, или принимайте мой чай Лопчатка, он продается. Только что поблагодарила вас. Скажите, пожалуйста, у мамы новообразование в мочевом пузыре. Можно обойтись без операции? Проходила марафон. Напишите, с удовольствием вам отвечу. Напишите мне в Facebook. Я с удовольствием вам отвечу. В прошлый раз вы рекомендовали лечение медом плюс укроп. В каких пропорциях? Напополам. Принимать по чайной ложке 1-2 раза в день. Здравствуйте, ученица. Мне 43 года. Скажите, в чем может быть причина того, что лопаются сосуды на пальцах рук? Начал появляться боль колющего характера, появляется болезненный синяк, который потом проходит. Это может быть красная волчанка, васкулит. Это могут быть какие-либо аутоиммунные процессы. Я не исключаю даже формирование псориаза. Каким образом необходимо начать лечение? Для того, чтобы что-то лечить, необходимо знать, чем вы болеете. Для того, чтобы определить, чем вы болеете, необходимо сдать анализы крови. Я рекомендую сдать такие анализы. Развернутый анализ крови, антистрептолизин, ревматоидный фактор, С-реактивный белок. В случае, если все эти показатели будут в норме или не в норме, можете написать мне, после чего в Facebook, и я вам постараюсь ответить. Спасибо. Скажите, при беременности
амниоцентезом. Поставили диагноз синдром Дауна и гидроцефалия. Предполагают прервать беременность. Что делать? Необходимо сдать исследования. В случае, если Дауна подтвердится, то необходимо сделать выбор, готовы ли вы воспитывать вот такого ребенка, или все же я не принимаю, к сожалению, советы и не даю такие советы. Я за жизнь в любом случае, понимаете. Какой бы ребенок ни рождался, он все равно послан Богом, но сами принимайте решение. Можно ли народными способами? Ну, я не умею, я не знаю, как это сделать. Андрей Андреевич, здравствуйте. В январе пропила мастопатин в профилактических целях, а сейчас чего-то разболелась грудь, обе. Повторить мастопатин? Да, повторите мастопатин. Также вот я говорил, деготь с апельсиновым соком. По одной капле дегтя на одну ложку апельсинового сока 3-4 раза в день. Когда ложусь в течение месяца спать, сразу головокружение, при подъеме из положения лежа 3-5 секунд и все проходит. Какие препараты посоветуете? Гвардин, вертебралис, далее артериосклеропатин, далее каолиновая водичка и далее гваргин и дитарекс. Итак, еще раз. Гваргин, дитарекс, вертебралис по 2 таблетки 3 раза в день. Артериосклеропатин 2 таблетки 3 раза в день. Ну и можно каолиновая водичка, 1 столовая ложка каолина на 1 литр воды, принимать этот литр на протяжении 1 дня. Здравствуйте, в последнее время у меня появился странный симптом. Чувствую какое-то давление на грудную клетку, как будто кто-то рукой давит мне немного ниже ключиц. После этого я начинаю кашлять, и так по нескольку раз в день. Что это может быть? Мне 61 год. Это может быть невралгия. В случае, если у вас невралгия, можете просто смазывать любой ментольной мазью или камфорной мазью или камфорным спиртом, смазывать себе грудную клетку. В случае, если у вас вот такая боль будет нарастать, то в дальнейшем я рекомендую все-таки обратиться к врачу, вертебрологу или неврологу, пусть все-таки посмотрит ваш позвоночник. Меня беспокоит давление, оно прыгает в течение суток, 110-150. При повышенной колотится сердце, дрожь в теле, прям трясучка в буквальном слове, шум в голове, страх, при этом пью атофит, НСКАР, Дитарекс, что посоветуйте пропить из ваших препаратов. Первое, необходимо обязательно провести исследование щитовидной железы, проверить, не болеете ли вы гиперфункцией щитовидной железы, так как то, что вы описали, обычный симптом при гиперфункции щитовидной железы. Это обычно так и происходит. Также и появляются панические атаки, депрессии. В случае, если у вас гиперфункция или гипофункция, то необходимо начинать с лечения данной проблемы, а не лечения сердца, давления и всего остального. Каким образом можно помочь вашему сердцу? Принимайте препараты с высоким содержанием магния и витамина В6. Это препарат магний В6 по 2 таблетки через 4 раза в день. Также все-таки не помешает, начните принимать препарат тератозин, в нем не находится йод, но он для щитовидной железы по 2 таблетки 3 раза в день. Препараты Нескарт и Тонизон по 2 таблетки 3 раза в день. Людмила Василенко. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич. У меня сейчас большое удивление от того, что удалили ваш шум от вируса, шум магический. Может, есть подписать шум для счастливых людей, мы будем знать. Ну да, вы представляете, мне очень это неприятно, потому что я понимаю, что это меня вот на протяжении этих дней, 3-4 дня постоянно DOS атакуют. То есть все время кто-то... Вот зачем я кому-то нужен? Ну скажите мне. Постоянно кто-то атакует эти сайты мои, знаете, кому я дорогу перехожу, что я там делаю уже для них не так, как им хочется, что они хотят. Что я должен из этого понять? Зачем удалять этот шум? Он же никому не мешает. Я понимаю, что они думают, то есть, а кто такие они вообще? То есть, если YouTube, кого я оскорбляю тем, что я выложил шум? То есть, это что будет делать? Что? Если они не понимают, как это работает, это же не значит, что это не работает. Ну почему нужно быть такими людьми?
Не все же вокруг подонки, люди, которые хотят обмануть или заработать сумасшедшие деньги. Я даже его не монетизировал, данный шум, для того, чтобы он просто был. Я его выложу у себя теперь на сайте и сделаю его платным. Почему? Потому что в случае, если я его выкладываю бесплатно вот так, то у меня появляются проблемы. Шайтаны. Можно без операции избавиться от водянки правого яичка. Жидкость общается с брюшной полостью. Сыну 3 года. Хирурги говорят, что нужна операция. Можно избавиться, если давать ребенку завар осиновой коры вместе с мускатным орехом. По 1 чайной ложке осиновой коры мускатного ореха заливается 2 стаканами кипятка, после чего добавляется мед и выпаивается ребенок. После этого делается это на протяжении нескольких недель, после чего можно еще раз обратиться к врачу. Водянка такая не является совершенно опасным заболеванием. Время есть у вас, попробуйте все-таки использовать вот такой вот метод. Не хотят, конечно, чтобы люди, им же никто кредиты не даст. Теперь говорить ничего не буду. Добрый день, Андрей Андреевич. У меня на протяжении 8 лет постоянный шум в голове, как в трансформаторной будке. Обращалась к сурдологу, курс лечения результатов не дал. Ухудшился слух, не слышу звуки определенной тональности, такие как звонок телефона, свист чайника. Какие препараты? Советую препарат Отофит по 2 таблетки 3-4 раза в день. Также советую брызгать в ухо препарат Эмбрионазин 1 раз в день, в одно и в другое, закрывать ваточкой. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, крем для увеличения груди компании ТФ можно ли использовать при легкой фиброзно-кистозной мастопатии? Можно. Он и уберет фиброзно-кистозную мастопатию. Добрый день, давление, оно прыгает, ответил. Андрей Андреевич, скажите, где деготь брать? В аптеке продается деготь аптечный. В последнее время у меня появился странный симптом, ответил. Мне тоже после шума стало легче, был прилив энергии, очень жаль. Ну и мне жаль. Спасибо за совет, использую. У меня диагноз заболевания Бехтерева. Диагностика показала стрептококковую инфекцию, гипотонию, щитовидки, депрессию. Реактивный белок во время лечения упал с 42 до 11. Лечилась гомеопатия. Физически состояние ухудшается. Не могу длительно уже повернуть голову, шея зафиксирована неподвижно больше года. Помогите, пожалуйста. Лена, я готов вам ответить на ваши вопросы, но давайте мы не будем делать это здесь, а вы напишите мне в Facebook. Я посоветую вам и дам свои рекомендации, обещаю вам. Я объясню, как нужно проводить лечение, что это такое, как это делается, и там все для вас напишу. Спасибо за все, что вы сделали для меня, моей семьи. Я вернулась к жизни, убрала дикие боли по эстетическому отделе с помощью препаратов ТФ зеленой нитки, гимнастики. Сейчас у меня проблемы с варикозом. Я заказал вариковазин и ДПС фракцию. Что нужно СТФ? Вам необходимо Бактамакс и Рутин. Принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Очень, прямо очень хорошо помогает, если использовать мед для ног, которые больны варикозным расширением вен. Берете мед, смазываете медом тряпочку какую-нибудь, простынь, я не знаю, лоскуты, и обматываете ногу, а еще лучше мед напополам с рыбьим жиром или с касторовым маслом. И то хорошо. Рыбий жир, касторовое масло и мед смешайте между собой, обматывайте ноги, великолепный эффект, помогает избавиться от варикозного расширения вен. Здравствуйте. Есть ли возможность как-то удалить белые пятна 2-3 сантиметра, особенно на открытых участках тела? Есть такая возможность. Необходимо начать принимать препарат Витилигс и эмбриоспрей брызгать в нос и в рот, а также делать микроспринцевание. 1 чайная ложка изотона гидролизата
на 1 стакан воды делать микроспринцевание маленькими спринцовками, можно полспринцовки, на ночь перед сном делать 30 дней. Подскажите, как можно избавиться от слизи, которая затекает из носа? Так ответил же вроде сегодня. Посмотрите еще раз, я там ранее ответил. Имбирный чай, там рассказал, что делать. Подскажите, чем можно помочь при сильном укачивании ребенка для взрослого? Вот здесь есть точка, ее необходимо очень массажировать в тот момент, когда ребенка укачивает. Вот она, прямо посредине нашего запястья. И с одной, и с другой стороны. Берете 2 ручки сразу и вот так массажируете. И тут же перестает тошнить и укачивать. Также очень помогает что-то горькое. Грейпфрут, допустим. В случае, если ребенка укачивает, заставляйте ребенка пить грейпфрутовый сок или жевать кусочек грейпфрута. Взрослым тоже советую. Помогает, проверено. У дочки 16 лет насморк, закапала спрей эмбрио. Говорит, что все во рту горит, что и принимать для носа, дышит серебром и германием. Продолжайте. Горит — это правильно. Горит — это говорит о том, что там воспаление. А данный спрей уберет это воспаление. Первое время должно огнем гореть. Это говорит о том, что воспаление имеет злокачественную форму, плохую форму. Это правильно. Пусть горит. После маникюра уже более года у дочери на руках под ногтями появились красные полумесяцы. Что это такое, как полечить? Сегодня я говорил, Бактасан, такой спрей, им на ногти брызгайте и под ногти, чтобы попадал. Также сделайте отвар редиски. Кстати, отвар редиски помогает еще, дайкона, редиски, помогает еще избавиться не только от красных полумесяцев под ногтями, белых полумесяцев под ногтями, а еще и избавляет от заусенец. Необходимо сделать отвар из редиски или дайкона и опустить пальцы вот в этот отвар и посидеть так там 5-10 минут. В случае, если делать 1 раз в неделю, где-то через месяц, через 1,5 все уйдет. Также бульон рыбы, допустим, трески или лосося. В этом бульоне тоже очень хорошо пропаривать ногти. Это очень укрепляет кутикулу, укрепляет ногти, делает ногти прозрачными, розовыми, красивыми и так далее. Аутоиммунное заболевание, системная склеродермия, кроме ПРЗ, что еще можно из ТФ? Есть целый комплекс, можете мне написать в Facebook, я вам отвечу. После удаления матки и шейки рак, влагалище сухое, как от этого избавиться? Необходимо начать, можно смазывать просто обычным вазелином, но для того, чтобы все-таки восстановился этот процесс, я рекомендую использовать препарат КЛ-Рикс по 2 таблетки 3 раза в день, а также Фемасан. Убрать варикоз с помощью меда, кострового масла, рыбьим жиром. Сколько по времени держать? Это на ногах, я правильно поняла, нужно помазать, походить в этом, а сколько часов? Берете тряпочку, смазываете тряпочку смесью из рыбьего жира, меда, после чего этой тряпкой обматываете ноги, ложитесь и где-то час лежите. Потом снимаете, смываете и можете продолжать свою физическую активность. Делать это необходимо по часу, а если есть время, даже более, 2 раза в день, 3 раза в день, сколько сможете. Обострилась язва желудка. Месяц назад пропила ФГС и нашли диссерозии. Полечилась по протоколу, но опять на фоне сегодняшних новостей, нервных стрессов. Все признаки повторяются. Чем можно еще полечиться, как успокоить свои нервы и быть спокойной, как вы? Я рекомендую начать принимать препарат Гастронорм, Каолин, далее здоровый желудок, далее Эмбрио Плюс, пить коктейль эмбриональный, 1 чайная ложка на стакан воды. Также сделайте дома домашний квас, рис, допустим, там рисовый, хлебный или овесна какой-нибудь еще, и принимайте квас. Квас очень лечит вот такие заболевания желудка, заболевания язвы. Квас только дома, домашний, приготовленный дома, помогает избавиться от заболеваний кишечника, очень проверено. Также на фоне кваса худеют. Дочь 5 лет часто ходит в туалет по маленькому, болезненно, температуры нет. Ей кажется, что у нее мокрые трусики, я проверяю, все сухо. Это плохо. Начните давать ей препарат Ревилак и Ринокс по 1 таблетке 3 раза в день. Цистонорм по 1 таблетке 3 раза в день. Вокруг поясницы ребенку обмотайте желтую шерстяную нить, желательно из овечьей или козьей шерсти.
И пусть она ее носит. Это уберет вот такие вот неврологические симптомы, что трусики все время мокрые. В целом, скорее всего, она болеет бактериомией, какая разница? Она болеет циститом. И вот такая ниточка, она у детей очень быстро убирает заболевание циститом. А у вас цены фиксированы или по курсу доллар поднялся? Ну, пока цены остаются прежние. Дочь 5 лет ответил, помогите ответил, рыбьим жиром ответил. По поводу пересылок. Мы отправляем во все страны Европы. У нас пересылки в Украине не закрылись. Также у нас в европейских странах есть свои склады. Это в Италии, в Российской Федерации, в Украине, в Америке. У нас везде находятся склады, поэтому мы часть препаратов, которые есть на складе, никуда не пересылаем, вернее, из Украины не пересылаем. У нас просто логистика так устроена, что мы звоним в склад, который находится на территории другой страны, и через него отправляем там, по Европе или еще куда-либо. Я считаю, что сегодняшний вебинар у нас удался. Андрей Андреевич, грейпфрут принимать с горькой пленкой? Конечно, с горькой пленкой. Множественное обесцверление слюнных желез. Бороться с этим есть способы. Полоскайте рот оливковым маслом каждый день. Набирайте полный рот оливкового масла, полоскайте и сплевывайте. Делайте, масло полоскайте каждое утро. Делайте так на протяжении длительного времени. Также возьмите кусочек теста и смешайте его напополам с каолином. Сделайте из них водичку, вернее, сделайте из них такое тесто, скрутите шарик с добавлением соли и во рту держите как можно дольше. Можно шарик такой высушить, после чего такой шарик с солью из каолина и муки держите в своем рту. Делайте это на протяжении дня, там, по 5 минут, там, 3-4 раза в день. Это уберет у вас вот такую проблему. Можно полечить опасающий герпес. Родственница мучается больше года. Его можно убрать за 2-3 дня, если ее тело смазать вариковазиновой мазью в тех местах, где болит у нее. Также принимать препарат СТ-нервы, Морбустоп. Делать ингаляции с германием. Принимать германии по 1 столовой ложке 2-3 раза в день. Андрей Андреевич, можно одновременно принимать бифенгин, деготь с апельсиновым соком? Да. После того, как муж поест яблоки, во второй половине дня у него поднимается артериальное давление. Это говорит о том, что у него панкреатит хронический. Ведь яблоки рекомендуют кушать при артериальной гипертензии. У нас вот такая ситуация. Это связано с тем, что у него, видимо, есть хронический панкреатит. И есть особенность такая, яблоки, яблочный сок очень обостряют симптомы панкреатита, поэтому ему хорошо попринимать препарат Панкрисор по 2 таблетки 3 раза в день. У ребенка плохая связь между полушариями головного мозга. Занимались нейрокоррекцией с психологами, результата мало. Начали давать ноотропы, вообще заниматься перестал. Может, посоветуйте? Ноотропы это не мнемонтики или мнемантики. Дело в том, что ноотропы, они улучшают состояние тканей мозга, но не улучшают состояние восприятия мозга. Это одна из проблем, которая на сегодняшний день есть в нашей традиционной медицине. Рассматривает вопрос циркуляции в мозгу, циркуляции тканей мозга, думая, что это улучшит состояние восприятия. А это неправильно, потому что состояние восприятия это мнемантика. А вот для мнемантики необходимы отдельные препараты. Этот препарат есть. Данный препарат называется мнемо-норм или приводит состояние восприятия в норму. Рекомендую давать ребенку по 2 таблетки 3 раза в день, использовать вместе с препаратом Тутус Асинкуты по 1 таблетке 3 раза в день. Анализ ТТГ показал менее 0,04. Подскажите, пожалуйста, какие препараты ТФ нужно принимать для исцеления?
А нужно еще мне показать ТТГ мало. Нужно показать мне еще АТТПО и Т3. ТТГ мало. По ТТГ я ничего не скажу вам, к сожалению. Инна, воридиски шум удали, они его что, туда выкладывали, что ли? Вот так, друзья мои, вы представляете? Они меня обвинили в опасном контенте, понятно? Они демонстрация опасных действий, причинения вреда. Вот так. Ну что ж, неприятно это, конечно, досадно, ну ладно. Сейчас данное видео опубликуем на нашем канале duiko.guru. Так и будет называться тренажер от коронавируса. И будет он у нас стоить денег, будет платно. Поэтому покупайте. Раз не хочет YouTube бесплатно, я буду, как всегда, это продавать. Как убрать экзему за ушами и в ушах? Берете соленую водичку и соленой водичкой смазывайте за ушами. Соленой водичкой можно с маслом оливковым, также соленой водой в самих ушах. Это уберет у вас экзему. А вообще это у вас, скорее всего, очень длительное заболевание. Чем оно убирается? Необходимо увеличить. С вами был Андрей Дуйко. До свидания. Желаю вам всем здоровья, пройти вот этот вирусный барьер, который на сегодняшний день находится. Не забывайте о том, что вся сила в нас самих. Не подвергайтесь панике, не разочаровывайтесь, не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Я думаю, что к середине апреля уже эти вирусы сойдут на нет, и мы перестанем так болеть в наших странах. Я считаю, что такие вещества, как обычный шиповник, крапива, липа, люцерна, ромашка, кстати, мощнейший антисептик. Это вещества зверобоя, это вещества, которые можно применять повсеместно дома. Начните делать такой чай. Поите чаем с медом своих близких, друзей, знакомых, детей, и никто никогда ничем не заразится. Таким образом, все будем здоровыми. Конечно же, если сесть, ждать, когда врачи помогут, и кашлять, то тогда, конечно же, будут вот такие проблемы. Но если мыть руки, сейчас там, не приглашать друзей в гости, не тотально пьянствовать, там, при первых симптомах не заниматься самолечением, то тогда, скорее всего, довести человека до того, чтобы он умер, такой возможности не будет. Далее, почему удалили видео из YouTube мое там с вирусом и так далее? Ну, это дает повод нам задуматься о мировом заговоре, о том, что это выгодно, о том, что такие люди, как я, они неинтересны, потому что я же выложил этот шум бесплатно, а если бесплатно, значит за это деньги не беру, и люди могут нечаянно вдруг слушать его и выздороветь. Это может набрать большое количество людей, которые смогут его слушать, и это никому не нужно. Почему? Это выгодно нашим странам, выгодно странам, которые возьмут кредиты, выгодно странам, которые будут показывать, что у них там люди умирают и так далее, списывать на это большое количество денег и так далее. Ну что ж, я против власти, но я за народ. Ну и, конечно же, я двумя руками за то, чтобы люди жили со здоровьем, вели здоровый образ жизни, выздоравливали и не заболевали. С вами был Андрей Дуйко. До свидания.